Меня зовут Виктория Высочанская, и сегодня мы рассмотрим важнейший вопрос: как пробудить вашего внутреннего целителя? И главное, зачем кого-то будить, если тот сладко спит? Это не просто теория, это возвращение к той мудрости, которая всегда была внутри вас. Зачем заморачиваться? Зачем нужно найти свой истинный путь? Многие так и думают. Но если вы здесь, значит, ваше время пришло. Значит, ваша душа готова встать на вашу защиту. На протяжении 3 последующих дней я дам вам доказательства того, что Вселенная, Бог, Высшее Я недалеко. Они только ждут вашего пробуждения. Но все по порядку. Начнем с понимания того, что мы живем в постоянном шуме. Информационном, эмоциональном, социальном. Мы следуем чужим сценариям, выполняем чужие ожидания, носим чужие травмы. Но где же в этом калейдоскопе внешних влияний настоящие вы? Поиск истинного пути – это не эзотерическая прихоть, а жизненная необходимость. Когда мы живем не своей жизнью, наша психика начинает сигналить нам через болезни, депрессии, повторяющиеся проблемы в отношениях, профессиональные кризисы. Это не наказание, это компас, указывающий направление к подлинности. Душа таким образом стучится к нам с просьбой обратиться к себе, к своему источнику, выполнить свою миссию. Так с чего же начать, и где тот путь, который приведет к себе истинному? Великий нейропсихолог Алан Шор говорит: правое полушарие мозга является биологическим субстратом бессознательного. И именно в состоянии расслабленного осознавания мы получаем доступ к глубинным ресурсам исцеления. Сегодня мы поговорим о том, как пробудить этого внутреннего целителя и научиться с ним сотрудничать. Посмотрите, как работает наше физическое тело. Ваше тело автоматически заживляет порезы. Ваша иммунная система борется с вирусами без вашего сознательного участия. А сердце бьется всю жизнь, не спрашивая разрешения. Ваши легкие дышат, печень очищает кровь, мозг обрабатывает миллионы сигналов каждую секунду. Точно так же ваша психика обладает врожденной способностью к исцелению эмоциональных и духовных травм. У вас есть внутренние механизмы, которые стремятся восстановить баланс, исцелить раны, привести вас к целостности. Но почему же мы часто чувствуем себя беспомощными перед лицом душевной боли? Почему кажется, что проблемы только накапливаются, а не решаются? Ответ прост. Мы просто разучились слышать голос своего внутреннего целителя. Мы заглушили его шумом повседневности, чужими советами, страхами и сомнениями, навязанными убеждениями о том, как правильно жить и чувствовать. Сегодня мы начинаем восстанавливать эту утраченную связь. Мы учимся заново доверять своей внутренней мудрости и сотрудничать с теми процессами исцеления, которые уже происходят внутри нас. Но не думайте, что все так просто. Секрет заключается в том, что, как и в жизни, на прилавках магазинов есть оригинальные вещи и есть подделки. Как в любой профессии есть профессионалы и есть мошенники. Так и здесь, на нашем пути к себе истинному, расставлены ловушки. Давайте разберем фундаментальный вопрос: различия между естественными и синтетическими ложными практиками исцеления. Начнем с понимания ключевого различия. Естественные механизмы исцеления – это процессы, которые запускает само подсознание для восстановления психического равновесия. Они работают автоматически, как дыхание или пищеварение, не требуя внешнего вмешательства. Представьте, когда вы порезались, вам не нужно думать, как заживить рану, тело делает это само. Точно так же ваша психика знает, как исцелить эмоциональные травмы. И все проходит естественно, если мы не мешаем этому процессу.
Итак, признаки естественного механизма включают несколько ключевых особенностей. Во-первых, он возникает спонтанно и только тогда, когда вы готовы. Во-вторых, не требует специальных знаний или техник. В-третьих, работает индивидуально для каждого человека. В-четвертых, приносит долгосрочное стабильное облегчение. В-пятых, учитывает готовность психики к исцелению. И самое важное, никогда не принуждает и не насилует. Искусственные методы – это ловушки на пути к себе. Это внешние техники, которые навязывают психике определенные алгоритмы типа исцеления, не учитывая ее индивидуальные потребности и готовность. Признаки искусственного подхода тоже легко распознать. Такой подход предлагает одинаковую технику для всех. Еще один признак – требует постоянного повторения и зависимости от метода. Такой подход дает временное облегчение, но проблема возвращается. Он может вызывать внутреннее сопротивление, игнорирует сигналы тела и души и всегда обещает быстрые результаты для всех. Приведу простой пример различия. Естественно, это когда вы чувствуете потребность поплакать и позволяете слезам течь, получая глубокое облегчение и ясность. Искусственно, когда вы заставляете себя думать позитивно, подавляя естественную потребность в горевании, что приводит к накоплению непрожитых эмоций. Понимание этого различия – первый и самый важный шаг на пути к пробуждению вашего внутреннего целителя. Только научившись отличать истинные сигналы души от навязанных извне техник, вы сможете по-настоящему начать исцеляться и жить своей подлинной жизнью. Помните, ваш внутренний целитель уже работает. Ваша задача не научиться новым техникам, а вспомнить, как слушать то, что он вам говорит. Доверьтесь этому процессу, и вы удивитесь тому, какой мудростью обладает ваше собственное существо. А теперь давайте рассмотрим 7 основных способов, которыми ваше подсознание пытается привести вас к исцелению. Первый механизм – это спонтанная регрессия. Проявляется как неожиданные воспоминания о травмирующих событиях. Внезапно всплывает забытое болезненное воспоминание. Эмоции прошлого накрывают без видимой причины. В такие моменты появляется понимание связи между прошлым и настоящим. Например, Анна, 35 лет, страдала от панических атак при виде красных автомобилей. Во время медитации неожиданно вспомнила, как в 7 лет попала в аварию, сидя в красной машине дедушки. После проживания этого воспоминания страх исчез навсегда. Второй механизм естественной регуляции – это интуитивные озарения. Это внезапное понимание причин проблем. Вдруг понимаете, почему не складываются отношения, осознаете скрытую связь между событиями, получаете ясность относительно жизненного пути. Третий механизм – это вещие и символические сны. Это послание подсознания через образы сновидений. Существуют разные типы исцеляющих снов. Вещие сны показывают будущие возможности. Символические раскрывают скрытые проблемы через метафоры, а травматические помогают переработать болезненный опыт. Есть еще ресурсные сновидения. Такие сновидения дают силу и вдохновение. Четвертый механизм – это соматические реакции. Тело помнит и показывает травмы через необъяснимые боли в определенных частях тела, мышечные зажимы и спазмы, изменение дыхания при воспоминаниях, спонтанные движения или дрожь. Пятый механизм – синхронии. Это значимые совпадения как подсказки. Вы встречаете нужного человека в неожиданном месте. Находите книгу с ответом на волнующий вопрос. Видите одинаковые числа или символы. Шестой механизм – это эмоциональные триггеры, повторяющиеся болезненные реакции. Важно понимать, триггеры – это не проблема, а указатель на то,
что нуждается в исцелении. Они показывают незажившие раны души. Седьмой механизм – это телесная память. Мышечные зажимы и блоки как хранилище травм. Каждая эмоция и травма оставляет след в теле. Научившись читать эти знаки, мы получаем карту для исцеления. Теперь перейдем к практике. Утреннее сканирование – это простая техника осознанности для работы с внутренним пространством. Почему именно утром и в постели? Утренние минуты после пробуждения – это время, когда ваш мозг находится в альфа-ритме. В этом состоянии сознательный ум еще не активизировался полностью, а подсознание остается доступным. И вы можете легко работать с внутренними образами и ощущениями без критики и сопротивления. Критически важно: не открывайте глаза. Свет активизирует бета-ритмы мозга и выводит из целительного альфа-состояния. Подготовка проста. Остаетесь лежать в той же позе, в которой проснулись, глаза закрыты, движения минимальные. Практика очень проста. Не открывая глаз, мысленно пройдитесь по телу внутренним взглядом. Помните главное правило. Вы главный в вашем пространстве. Обнаружили что-то темное, тяжелое, болезненное – это все ваше. Это вы когда-то создали или приняли из любви к себе и окружающим. Но что-то пошло не так. Вы создали, значит, вы можете осознать, что именно вам мешает, и принять новое решение. Например, всплыл случай из жизни бабушки и дедушки – это родовой блок. Поблагодарите прародителей за то, что подарили вам жизнь, скажите им, что вы не обязаны носить их ношу. Отдайте им это и скажите, чтобы передавали это туда, откуда пришло. Наполните это место новыми стремлениями, желаниями, целями, созвучными с вашим новым пониманием. Если всплыла детская травма, примите ребенка в себе, скажите ему, что теперь вы взрослый и можете его защитить. Если ощутили чужое влияние, верните это тому, кому принадлежит, с благодарностью и без осуждения. Заполните освободившееся место тем, что действительно ваше, вашими истинными желаниями и намерениями. Это не техника визуализации, это принятие ответственности за свое внутреннее пространство и осознанный выбор того, что в нем находится. Важно понимать, подсознание постоянно дает нам материал для того, чтобы получить команду, что с этим делать. Как только вы готовы с чем-то справиться, уже как на столе директора, ваш внутренний секретарь принес либо контракт, либо блок, либо программу. Подсознание хочет знать, что делать: продолжить контракт на испытание или завершить. И это происходит естественно тогда, когда вы ставите перед собой цели. Например, у вас цель – создать свой бизнес, и подсознание сразу же сверяет с теми программами, которые руководят вашими ресурсами. А вот папа говорил: деньги – зло, и тут же всплывает этот блок, требующий решения – продолжать жить с убеждением отца или принять новое решение. Подсознание ждет вашей команды. Вторая ключевая практика – вечернее благодарение и очищение. Цель этой практики – завершить день осознанно, отпустить накопленные напряжения и подготовить подсознание к исцеляющей работе во сне. Практика благодарения происходит все так же легко и естественно. Перед сном запишите 3 вещи, за которые вы благодарны себе, Вселенной, Всевышнему. Это переключает ваше внимание из позиции недостатка в позицию достатка. Ведь мы благодарим после того, как что-то получили. Таким образом, мы сотрудничаем со Вселенной, которая хранит все варианты вашей реальности. Практика благодарности помогает активировать то будущее, которое вам действительно нужно. Практика состоит из 4 частей. Первая часть – благодарность телу. Сядьте удобно, положите руки на сердце и скажите: «Спасибо моим ногам за то, что несли меня сегодня. Спасибо рукам за всю работу, которую они сделали. Спасибо сердцу за то, что билось весь день.
Спасибо разуму за все решения и мысли. Спасибо душе за терпение и мудрость. Вторая часть – обзор дня. Мысленно прокрутите день от пробуждения до настоящего момента. Какие эмоции возникали? Какие события затронули особенно сильно? Какие люди вызвали яркие реакции? Что вызвало стресс или, наоборот, подарило энергию? Записывайте без осуждения, просто фиксируйте факты. Третья часть – отпускание. Представьте, что в течение дня вы накопили различные напряжения и негативные эмоции. Используйте технику когнитивной переработки. Мысленно соберите все тяжелые переживания дня и скажите себе: «Я осознаю эти эмоции, принимаю их как часть человеческого опыта и готов их отпустить». Сделайте несколько глубоких выдохов, представляя, как напряжение покидает тело. Почувствуйте физическое облегчение. Четвертая часть – намерение на сон. Положите руку на сердце и произнесите: «Дорогое мое подсознание, покажи мне то, что важно увидеть. Я открыт для исцеляющих снов и озарений. Пусть мой сон принесет мне мудрость и исцеление. Я засыпаю в любви и благодарности». Прежде чем начать эти практики, важно знать основные правила безопасности. Обязательно остановитесь, если вдруг возникает сильная паника или ужас. Появляются навязчивые мысли о самоповреждении. Или практика вызывает ухудшение состояния. Или вы теряете связь с реальностью. В таких случаях напишите нам, мы вместе сможем найти причину вашего состояния и подобрать более подходящий подход. Если нужна экстренная помощь, используйте технику заземления. Почувствуйте ноги на полу, назовите 5 предметов вокруг себя, сделайте несколько глубоких вдохов. Что касается реакций на практике, они могут быть разнообразными, и это совершенно нормально. На эмоциональном уровне вы можете испытать слезы, грусть, облегчение или радость. Физически может появиться расслабление, усталость или, наоборот, прилив энергии. Ментально возможна ясность мышления, временная путаница или новые идеи. А на духовном уровне часто возникает чувство глубокой связи с собой и умиротворения. Признаки того, что практики работают правильно, включают растущее любопытство к своим ощущениям, появление большей осознанности в течение дня, инсайты о связях между телом и эмоциями, улучшение качества сна и возрастающее доверие к собственной внутренней мудрости. Понимание различия между естественными и искусственными методами исцеления – это первый и самый важный шаг на пути к пробуждению вашего внутреннего целителя. Только научившись отличать истинные сигналы души от навязанных извне техник, вы сможете по-настоящему начать исцеляться и жить своей подлинной, аутентичной жизнью. Помните, что вы не сломлены и не нуждаетесь в починке. Вы – целостное существо, которое просто временно забыло свою силу. Каждая практика возвращает вас к вашей природной способности к исцелению. И ваша задача сегодня – не исцелиться полностью. Это невозможно за один день. А просто начать слушать, установить контакт, показать своему внутреннему целителю, что вы готовы к диалогу. Доверьтесь процессу. Ваше тело и душа знают, что делают. Им нужен только ваш сознательный партнер, вы сами. Ваш внутренний целитель уже работает. Ваша задача не научиться новым техникам, а вспомнить, как слушать то, что он вам говорит. Доверьтесь этому процессу, и вы удивитесь тому, какой мудростью обладает ваше собственное существо. Исцеление – это не пункт назначения, а путешествие. И сегодня вы делаете первый осознанный шаг на этом пути. Добро пожаловать в удивительный мир общения с вашим внутренним целителем.